Добрый день! Сегодня я вам расскажу про 10 наиболее употребимых функций в Google Sheet, математических функций. Давайте перейдем к заданию. Открываем вкладку «Математические формулы». Я подготовил вот такую небольшую табличку, с которой мы и будем работать. Первая функция, которая называется count all, то есть посчитать все. То есть от А2 до А7 6 заполненных ячеек. Если, например, какая-либо ячейка будет не заполненной, нажимаю я здесь клавишу Delete. Здесь появилось число 5. Таким образом, при помощи этой функции вы можете определить, что у вас есть в вашем диапазоне не заполненные ячейки. Восстанавливаю то, что стер. Следующая функция, функция count. Счет. Она считает только числовые значения. От D2 до D8 7 числовых значений. Если я, например, здесь вместо 10 напишу просто цифрами 10, то здесь станет число 6. Ну и наиболее часто встречающаяся ошибка, когда мы путаем точку и запятую с точкой. То есть это десятка, то есть это число. А если я напишу 10,0, то это будет как текст. Так же, как и в Excel, текст прижимается к левой стороне, и вы получаете здесь другое значение. То есть и надо запомнить, что в Google Sheets знаком разделения целой дробной части является точка, а не запятая. Стираю. Получаю нужный результат. Следующее значение — это функция вычисления максимума. Максимум вы можете считать из диапазона или из нескольких диапазонов. То есть вот максимум, здесь, например, можно через запятую добавить еще один диапазон. Число осталось тем же самым, потому что 30 является максимумом. Если я, например, вот здесь введу число 50, то вот и поменялся максимум. Точно так же работает функция минимум. Следующая очень важная функция — это функция average. Это вычисление среднего значения. То есть, когда нам надо посчитать среднее, мы пишем average, и дальше вот от D2 до D7 вычисляется среднее значение. Вот здесь число 24. Если мы здесь что-то будем менять, например, напишем здесь 35. Видите, число стало 28, оно поменялось. Следующие очень две важные и полезные функции, которые называются large и small. Функция large вычисляет второе по величине значение. То есть вот если вот у нас здесь числа 50, 35, то самое большее число 50, 35 меньше. Вот 2 говорит, что надо вычислить второе по величине. Если я здесь напишу
3, то число станет 30. Да? То есть, если нам надо определить, например, третье по величине цена, то вот здесь мы написали 3, и все это определилось без всяких сложных формул. Аналогично работает функция small, но она выполняет прямо противоположное действие. То есть, если я здесь напишу 1, то это будет минимум. То есть, можно вот здесь определять числа в порядке возрастания, а вот здесь в порядке убывания. Следующая очень важная и полезная функция, которая называется average if. То есть вычисление среднего, когда ставится какое-либо условие. То есть мы вычисляем среднее значение в диапазоне А2, А7. Мы ищем планшет и вычисляем среднее по всем планшетам. Здесь пока стоит число 35, потому что планшет 1. Если я вот здесь слово монитор заменю на слово планшет, то вычислилось среднее. Да? То есть очень удобная функция, которая позволяет одной формулой вычислять среднее значение, когда задано какое-либо одно условие. Следующая функция, вот уже девятая функция, SUMIF S, это функция, которая вычисляет сумму, когда условий несколько. Здесь немножко синтаксис отличается от average if. Ну, кстати, есть и функция SUMIF, которая имеет ровно точно такой же синтаксис. SUMIF S. То есть сначала задается диапазон, в котором происходит суммирование. Вот он. D2, D7. Задается диапазон условия 1, B2, B7. Это вот производители. И что мы ищем? B2, то есть ищем производителя Apple. И второе условие мы ищем по продавцам. То есть мы суммируем по продавцам, хотим посчитать, сколько продали сети. То есть C2, C7. Здесь можно делать не ссылку на ячейку, а в кавычках писать, что вы ищете. При этом будут работать все знаки подстановки. Да? То есть вот звездочка — это любой другой символ. Вот здесь написано set звездочка 5, потому что вот смартфонов Apple продала только сеть 1. А планшеты Apple продал продавец 3. Вот если я здесь запишу сеть 4, то сумма сразу увеличилась. То есть очень полезная функция, которая позволяет вам делать суммирование по нескольким условиям. Если какое-либо из значений условия не выполняется, то здесь будет 0. И следующая функция, наиболее часто применяемая, это функция суммы. Вот сумма, и здесь вы тоже можете использовать несколько диапазонов. Вот D2, D7 и вот I3, K3. То есть вот если мы сейчас вот это вот уберем, то вы просто получите сумму по вот, привычная вам функция суммы вот этих вот значений. Вы можете здесь точно так же через запятую
добавить еще один диапазон, например, вот этот. Вот если вы добавите вот этот, то, скорее всего, будет ошибка. Сейчас мы это посмотрим. Нет, ошибки не получилось. 297,5. И вы вот использовали два диапазона. Значит, если вы сейчас добавите третий диапазон, например, вот этот, вы получаете значение ref, потому что вот значение count, оно ссылается на количество вот здесь цифровых значений. Да, поэтому вот получается циклическая ссылка, и Google Sheets не может посчитать. Поэтому, хотя на первый взгляд кажется, что все хорошо, везде стоят циферки, но надо быть очень аккуратным. Давайте вернем формулу, чтобы она правильно отображалась. Таким образом, сегодня вы узнали про 10 наиболее употребительных математических или цифровых функций Google Sheets. Count A – вычисление всех непустых значений. Count только числовых. Максимум, минимум – это максимальное, минимальное значение в диапазоне. Average – вычисление среднего. Large и small – это по порядку наибольшие и наименьшие значения. Average if – это вычисление среднего по условию. Sum if s – это вычисление суммы по нескольким условиям. Ну, есть и точно такая же функция average if s. Ровно с таким же синтаксисом. И, наверное, самая употребительная математическая функция Google Sheets – это функция суммы. Спасибо.